Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Спасибо за ваши комментарии, отзывы, пожелания. Я сегодня к вам вот с такими вот новыми ниточками. Такой расцветочки у меня еще не было, да, узорчиков с такими, им непосредственно с такой палитрой не было. И с новым узорчиком. Итак, кто еще не знаком с данными ниточками, смотрите, новички, называются они Alize, Angora Gold. А если быть точнее, сейчас вам покажу, написано. Видите? Angora Gold батик. То есть вот такое вот секционное окрашивание. Здесь как бы и белый есть, и светло-голубой, темно-голубой, и такой бирюзовый, переходящий в темно-синий. Ну, интересно будет, надеюсь. Не факт, что все оттенки попадутся на один узорчик, но будем пробовать. Итак, что это за ниточки? В 100 граммах находится 550 метров. По составу это 80% акрил, 20% это шерсть. И нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Вот такая вот моя рабочая лошадка. Крючок номер 3. Вы в свою очередь берете свою пряжу, подбираете под нее правильно крючок, чтобы у вас все получилось. Сразу же, пока не забыла, скажу вам цвет. Смотрите, вот. Цвет 1892. Запомнили, да? Ну что, свяжем? Так, смотрите, я взяла ниточку с середины моточка. Вот такой интересный голубой изумрудный цвет. Будем смотреть, как будет меняться цвет в узорчике. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 10 петелек. Я наберу 3 раппорта, 30 воздушных петелек и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам необходимо. Итак, для начала все как всегда. Делаем петельку фиксации. И при наборе петелек эту петельку не считаем. А теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее делаем вспомогательный ряд, как и в многих узорчиках, да, для новичков полезно. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом по 2 петельки. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же провязываем столбик с накидом. И в следующий, и во все последующие петельки цепочки до конца ряда провязываем столбик с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно получиться ровно столько, сколько вы набирали петелек в цепочке. У меня в цепочке 31 воздушная петелька, значит должен получиться 31 столбик. И не забывайте, да, учитывайте, что вот эти 3 петельки подъема, это тоже столбик с накидом, имитация столбика. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 уже столбиков я провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, да, и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики ровненько, аккуратненько. Ниточка, видите, цвет меняется. И далее что мы делаем? Воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Есть. В следующий столбик, столбик без накида. Есть. И в следующий столбик, столбик без накида. И получается у нас здесь 3 столбика без накида. Далее делаем 10 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В столбиках пропускаем 5 столбиков. Смотрите, раз, два, три, 4, 5. В шестой нырнули, провязали столбик без накида. В следующий столбик, столбик без накида, да, 2 столбика без накида. Далее воздушная петелька, пропустили 1 столбик, и в следующий столбик, столбик без накида 1, столбик без накида 2. То есть здесь эти 2 самых столбика, да, которые мы провязывали в начале ряда. Вот раз, два. Дальше повторение.
10 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. В шестой нырнули, провязали столбик без накида. Раз, столбик без накида. 2. Поняли, да? Все. И дальше опять повторяете. Опять делайте воздушную петельку. Один столбик пропустили. Следующий столбик начинаем провязывать. Столбик без накида. Раз, столбик без накида. 2 и так далее до конца ряда. Понятно? Все. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите. Вот у меня получились такие вот 3 арочки, да? У вас может быть больше, может быть меньше. Смотри, какой образец. Как мы заканчиваем наш ряд? Провязали мы арочку последнюю, 2 столбика без накида. И вот в третью петельку подъема провязываем третий столбик без накида. Заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. А теперь смотрите. Делаем накид. И должны будем вот в нашу вот эту вот арочку провязать 10 столбиков с накидом. Вы можете просто обычно вот так вот нырнул и провязал, да, столбик с накидом раз, столбик с накидом 2 и так далее, и так далее. Но я как бы предлагаю вам сделать немножечко по-другому. Я во многих видео показывала, да, если у вас есть возможность, крючок позволяет, пряжа позволяет, зрение позволяет, самое главное, да, то смотрите, вы можете провязывать столбик в каждую петельку. Это будет намного аккуратнее и красивее. Чуть помедленнее, да, чем просто провязать в арочку. Но будет красиво. Столбик с накидом раз. Во вторую петельку аккуратненько вот так ныряем. Именно в петельку. Поняли, да? Не в арочку, а именно в петельку. Столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3. У нас же количество воздушных петелек столько же, сколько и должно быть столбиков. Столбик с накидом 4. Столбик с накидом 5, столбик с накидом 6, столбик с накидом 7, столбик с накидом 8, столбик с накидом 9 и столбик с накидом 10. Смотрите, и получается, они аккуратненько распределились полностью по всей арочке. Видите, как ровненько, аккуратненько. Если, конечно, не позволяет зрение, не позволяет пряжа, крючок, бог с ним, провязывайте в арочку. Угу. Глаза тоже не ломайте. Идем дальше. Вот там, где у нас была арочка из одной воздушной петельки, в нее нырнули, провязали столбик без накида. Дальше получается у нас идет повторение. То есть наша с вами задача. Опять провязываем 10 столбиков с накидом в арочку. Давайте я покажу, как просто провязать, если в арочку, как будет выглядеть. Сравним, да? Раз, сюда же 2, просто в арочку. Сюда же 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И точно так же наш, получается, последний столбик присоединяем вот столбиком без накида. И вам туда, получается, нужно будет как-то красиво распределить. Видите, остается чуть-чуть так вот у арочки. Распределить аккуратненько, красиво столбики. Ну, уже подправляя руками. Вот, смотрите. Получается, вот так выглядит арочка, когда она провязана непосредственно каждый столбик в петельку. И так, когда непосредственно просто в арочку. Все. Как больше нравится, так и провязывайте. Итак, до конца ряда провязывайте. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот у меня такая получается первоначальная красота. Вот такие красивые арочки, да. И мы закончили ряд точно так же, получается, как и начинали.
мы вот пропустили, получается, наши 2 столбика. И вот в третий столбик провязали столбик без накида. Все. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И сюда же в верхушку, получается, этого же столбика провязываем еще один столбик с накидом. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В наших столбиках, вот этих вот в арочке, отсчитываем 5 столбик. 1, 2, 3, 4, 5. В 5 столбик аккуратненько нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в следующий по порядку столбик нырнули и провязали столбик без накида. Маленькая такая, видите, арочка сформировалась. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Вот, там, где у нас был столбик без накида, нырнули в этот столбик, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, держим на крючке, не провязываем дальше. Накид. Еще раз сюда же, в эту же верхушку столбика нырнули, провязали 2 петельки стоп, и теперь все 3 петельки провязали вместе. Раз, зафиксировали. У нас получается 2 столбика с общей верхушкой, видите? Такая красота. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Отсчитываем 5 столбик. 1, 2, 3, 4, 5. В него нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В следующий столбик по порядку, в 6 столбик без накида провязали. Сформировалась маленькая такая арочка. Провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять провязываем 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Вот в наш столбик без накида. Раз, держим на крючке. Накид сюда же 2, держим на крючке. Теперь все 3 петельки провязали вместе и зафиксировали. Все. И вот так вот идем, шагаем до конца ряда. Несложно, да, ряд? Давайте. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, провязали до конца ряда. И как заканчиваем ряд? 3 воздушные петельки, так? И, смотрите, накид. Вот в наш столбик без накида, самый последний, да, в предыдущем ряду, провязываем 2 петельки стоп, накид. И точно так же столбик с накидом не полностью, 2 петельки стоп. А теперь все 3 петельки вместе. И зафиксировали. Все, красота, красота. Теперь наша с вами задача, нужно будет повторить самый-самый, получается, первый ряд. То есть мы должны будем воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Далее по порядку вот в эту арочку, да, провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Итого получается 3 столбика. Да? Помните, как в самом начале у нас было? 3 столбика. Дальше, смотрите. Точно так же провязываем 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перепрыгиваем полностью, да, нашу вот эту арочку, и только в следующую арочку провязываем 2 столбика без накида. 1, в арочке или в петельке, или как вам удобно, провязывайте 2 столбика без накида. Далее воздушная петелька. Перепрыгиваем верхушку вот этих наших 2 столбиков с общей верхушкой. И в следующую арочку провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Опять 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять все перепрыгнули. И вот к следующей, получается, арочке провязываем столбик без накида 1, столбик без накида 2. Воздушная петелька. Пропустили 2 столбика с общей верхушкой. И в следующую, получается, арочку провязываем 2 столбика без накида. Поняли, да? То есть мы опять с вами формируем вот такие вот большие высокие арочки. Все, ничего сложного. До конца ряда, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот что по итогу получается. Мы сформировали еще одни арочки, видите? Будем теперь их провязывать столбиками с накидом в количестве 10 штук. Точно так же провязывайте либо в арочку, либо в петельку, как вам будет удобно. Итак, воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого столбика столбик без накида.
Ну, а далее помните, да, то есть провязывайте либо в арочку, либо в петельку по порядочку 10 столбиков с накидом. Все, то есть ваша задача опять повторить, мы уже повторяем ряд, который мы с вами уже провязывали. 2, 3 и так далее, и так далее. Вы провязываете вот 10 столбиков, получается, с накидом. Далее у вас будет столбик без накида. И опять 10 столбиков с накидом, столбик без накида, 10 столбиков с накидом. И в конце ряда я вас встречу. Понятно? Давайте самостоятельно, несложно у вас получится. Тем более мы уже такой ряд провязывали. Так, смотрите, вот провязали 3 арочки. Так, и теперь нам необходимо будет опять сделать как бы ровненько наш краешек, да, будем провязывать такие вот маленькие арочки. Для начала 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика столбик с накидом. Есть. Далее делаем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Здесь помните, да, пропускаем, считаем, вернее, пятый столбик. 1, 2, 3, 4, 5. В пятый столбик нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. И в шестой столбик опять столбик без накида. 3 воздушные петельки. И в столбик без накида предыдущего ряда провязываем 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. Помните, да? Все, зафиксировали. Вот такая красота. То есть сам по себе узорчик, смотрите, вначале мы делаем с вами арочку, потом ее провязываем столбиками, а потом выравниваем, да, высоту наших рядочков. Опять арочка, столбики и выравниваем. Все, на этом весь узор. Дальше вы можете провязывать самостоятельно столько, сколько вам необходимо. Давайте встретимся через несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получается. Получится интересно. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот по итогу какая получается красота. То ли волны, то ли зигзаги, да, интересно. Вот такой вот он воздушный получается. Видите? То есть он не плотненький, очень хорошо будет смотреться в палантинах, если из данной пряжи, да, данного состава. Если из пряжи, например, летней, то это будут очень интересные маечки, топики, парео, различные тунички. Особенно если перевернуть узорчик, видите? То есть получается будут вот такие вот вертикальные зигзаги. Они будут удлинять силуэт. Не забывайте о том, что узорчик вы можете поворачивать. У вас ваши, получается, вот волны или зигзаги могут смотреть вверх, да, а могут смотреть вниз. Видите? И краешек изделия у вас может так вот волной заканчиваться. Если же у вас они смотрят вверх, да, и вам необходимо выровнять краешек, то вот на этапе, когда вы провязываете столбики, воздушные петельки, эту маленькую арочку, вы просто арочку здесь не делаете, точно так же 2 столбика можете провязать и дальше, да, провязывайте, а на обратном пути провяжите либо столбиками с накидом, либо столбиками без накида, как вам будет необходимо. И краешек выровняется. Все, никаких вопросов. Смотрите, в моем случае вот так вот тянется узорчик и вот так вот тянется из моей пряжи. Из вашей пряжи может тянуться больше, меньше. Пробуйте, экспериментируйте из разных ниточек. И секционных, не секционных, каких угодно. Толстых, да, зимних, тоненьких, летних. То есть пробуйте шарфики, палантинчики, накидки, там, возможно, какие-то интересные. Если кто-либо что вязал данным узорчиком, вы нам рассказывайте, нам будет интересно. Итак, давайте замерим сегодняшнюю красоту. Допустим, моя пряжа, моя рука, да, плотность вязания, мой крючок. В моем случае получается, вот, смотрите, 16 с хвостиком сантиметров. То есть пробуйте, обязательно вяжите своей рукой, своей плотностью вязания, своей пряжей. У всех все получается по-разному. И тут получается у нас непосредственно сам узорчик, это арочка, столбики, выравниваем, да, 3 ряда. Арочка, столбики, выравниваем, 3 ряда. То есть получается 1, 2, 3. Получается это на 3, 9. И здесь всего лишь только 2 ряда. 10, 11. И самый первый это 12. Так. Это получается, смотрите, 12 сантиметров. Видите, 12 рядов, 12 сантиметров. Ну, здорово. Здорово. Пробуйте, вяжите, экспериментируйте. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Делитесь с друзьями, с подружками, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.